Солнечное утро постепенно окрашивало горизонт в теплые оттенки золотого, и Анна с Романом наконец вернулись в лес, который давно не посещали. Прошло целых 3 года с их последнего появления здесь, и замечать изменения было не просто приятно, но и волнительно. Огромные деревья, казалось, стали еще выше, а знакомые тропы обновились, как будто мать природа обняла их с нежностью и заботой. Лес дышал свежестью, листья шептали на ветру, словно приветствуя их возвращение. «Иван, держи крепче свой блокнот», — сказала Анна, улыбаясь, когда их 5-летний сын сжимал старую тетрадь, подаренную ей. С таким трепетом он ожидал, что его приключение снова начнется. «Давай нарисуем все, что увидим». Семья знала, что эти выходные могут стать настоящим путешествием, полным открытий и незабываемых моментов. «Да, мама, я нарисую медвежат и красивые цветы», — ответил Иван с блеском в глазах. Он чувствовал сияние мира вокруг, пока они шагали по узкой тропинке, усыпанной яркими цветами и шершавыми корнями. Даже шорох листвы создавал музыкальный фон, и это ощущение делало его счастливым. Давно не проведенная в лесу неделя стала для них настоящим событием, несмотря на то, что с рождением сына они не могли позволить себе частые вылазки. Каждый шаг, каждый взгляд на грунтовую дорожку стал самым значимым. После того, как они выбрали подходящее место для лагеря, Роман и Анна принялись устанавливать палатку. Анна раскладывала вещи, извлекая спальники и компактные сумки, наполненные всем необходимым. Роман разводил костер, наслаждаясь моментом, когда искры уносились в небо, подобно мечтам. Иван, снарядившись с мелкими ветками и шишками, разгуливал по округе, исследуя каждую деталь. Он понимал, что лес — это живое существо, и все в нем взаимосвязано. При этом он старался не слишком уходить вглубь леса и всегда возвращался к родителям, чтобы показать им, что он нашел. «Смотри, папа!» — воскликнул Иван, показывая на корицу, сверкающую на солнце. «Она как гора». «Красота, да?» — улыбнулся Роман, который разглядывал окрестности. «Здесь все связано. Деревья и камни, животные и мы. Все, что мы видим, как будто создает единую картину этой природы. Настроение в их семье крепло, как раскаленные угли в костре. Вечером, сидя вокруг огня, они вспоминали времена, когда приходили в эти места раньше, делились смехом и радостью. Роман рассказывал истории своего детства, как он лазал по деревьям и искал гнезда птиц. Иван вздыхал, представляя, как это было, испытывая желание попробовать совершить что-то подобное. Это было здорово — слушать, когда Анна обсуждала, какой красивый цветок они увидели в тот день, или когда Иван упоминал о своих планах нарисовать его. Вскоре он плюхнулся на плечо отца и, устав, закрыл глаза. Анна, уткнувшись носом в тетрадь, ловила каждую деталь вечернего пейзажа. Но в тишине леса вдруг раздались странные звуки. «Слышишь это?» — спросила она, обеспокоенно смотря в темноту, когда ночные существа начали пробуждаться. Их звуки становились все громче и непривычнее. «Это просто лес, Анна», — успокоил ее Роман, хотя тоже уже чувствовал легкое беспокойство, особенно когда ночь опустилась на лагерь. На следующее утро Роман проснулся первым. Его уши наполнились мелодией пения птиц и шорохом листвы. Вот она, утренняя магия леса. Он наблюдал, как солнце поднимается над горизонтом, заливая лес золотым светом. Он продолжал смотреть, как Анна, полное вдохновение, продолжает рисовать ранние пейзажи, за которые взялась еще до рассвета, а Иван собирал шишки. Мальчик с радостью искал все больше шишек и веточек, как будто это его задание по сбору сокровищ. Роман, проверяя крепление палатки, вдруг заметил кое-что странное. Внимание привлекли глубокие следы на земле. Они были необычайно большими для лесных обитателей. «Иван, идем! Я нашел далеко огромные следы!»
Мальчик тут же подбежал к отцу, полон любопытства. Увидев следы, он произнес с восторгом: «Это медведь, папа! Стой! Мамка говорит, что медведи опасны!» «Да, опасны», — согласился Роман, чувствуя, как напряжение заполняет его. «Но давай держаться вместе и соблюдать осторожность. Никому не уходить никуда одному. Не забывай, как мы говорили об этом прежде». Они остались на месте, обсуждая, что дальше делать. Роман пытался объяснить Ивану, как важно оставаться внимательными, и что медведи, хотя и могут быть интересными, все же дикие животные. Иван с восхищением смотрел на следы, он не мог дождаться, чтобы узнать, что впереди. Несмотря на то, что в глазах отца отражали тревогу, мальчик был слишком занят своими мыслями. День тек через рощу, как прозрачная струя воды, пока они играли, собирали шишки и исследовали каждый камень. Вскоре же их веселье прервало непредвиденное событие. Они вдруг стали свидетелями ужасного. Малыш-медвежонок, потеряв равновесие, упал в ледяную реку. Мгновение бытия перевернулось для Романа. Он мгновенно бросился в холодные воды, не успев подумать о последствиях. «Ух, черт!» вырвалось у него, когда сильное течение схватило его, и он едва успел поднять голову над водой. Он чувствовал, как его тело обостряется от холода, но где-то впереди увидел белые шевеления. Это был медвежонок. Он расчетливо пробирался к нему, словно шансы были ускользающими. Под ногами вода бурлила, и все казалось нереальным, но стремление к спасению было сильнее. Медвежонок, вцепившись когтями в Романа, крепко прижимался к его шее. Река казалась злющей, как будто сам поток пытался отобрать их обоих. Сердце Романа колотилось так сильно, что он ощущал это даже рядом с маленьким существом. Снова и снова он бросал взгляд на бережок, где его семья стояла в ужасе. «Держись!» — прокричал он, чувствуя, как медвежонок дрожит от страха. Его маленькое сердце билось рядом с его шеей. Роман понимал, что их жизни зависели от его решительности и стремления бороться за то, что было невозможным. Беспокойные крики Ивана и тревожный голос Анны доносились до них с берега, и он слышал, как она закричала. Его сильный голос прорывался через шум воды, словно бедствие из-за них. Сила медведицы заполняла весь лес, ее рев прерывал звуки природы, и Роман вдруг увидел ее на берегу. Каждый шаг к ней приближал его к страшной реальности, но он не мог бросить медвежонка. И тут она появилась. Огромная медведица, ее янтарные глаза сверкали. Роман понял, что он не может бросить медвежонка, но и не хотел стать целью для ее ярости. Глядя на ее могучую фигуру, он знал, один неверный шаг, и ее гнев может разразиться. Это было страшное апокалипсис для него, когда страх обуял. «Я не желаю вреда твоему ребенку», — шептал он, стараясь не потерять уверенность. Недалеко на мелководье паника нарастала. Роман прижимал медвежонка к груди и чувствовал, как его собственные силы истощаются. Он понимал, что это шаг, который может стать роковым, но в то же время он не мог оставить медвежонка умирать под жестокими потоками реки. Вода поднялась выше, и их схватка с бурной стихией продолжалась. Роман чувствовал, как медвежонок цепляется за него. Они оба оказались на пороге бездны. В принципе, он был готов, но звуки другого мира позади него, где его семья, еще раз взвешивали принятые решения. Из последних сил он пригласил медвежонка к своей груди и направил взгляд к берегу, фиксируя слезы беспокойства в глазах Анны. Вскоре течение стало еще сильнее. Роман начинал осознавать, как его тело тяжело борется с водным потоком. Это движение забивало ему рот и мешало дышать. Все стало вокруг звенело, а медвежонок все заявлял о своем существовании. Нужно было выжить и продолжать сражаться, даже когда река старательно пыталась утащить их в темные глубины. Вода, наконец, остановилась.
Но медведица, как и животное, имела решительное намерение достичь своего потомства. Она чуть приподняла нос, ее взгляд был полон гнева и защиты. Роман чувствовал, как его тело, затянутое в мокрой материи, оказалось на краю. Он смотрел в ее глаза и в их глубине понимал темные тайны леса, переживания, которые могли бы связывать их. Течение несло их прочь, как будто дикая природа испытала их на прочность. Медвежонок был так мал, он отнимал всю силу Романа, прижимаясь к его лбу. Его сердце еще бьется, как сумасшедшее. С каждым метром сражения он укрощал свои страхи, пытался думать о том, что они могут выжить, если лишь дотянут до берега. Медведица, движущаяся к ним, наглядно показала, что она была полна силы и желала защитить своих детенышей. Она зарычала, заставляя Романа снова почувствовать ужас, полным страхом готовиться к последнему рывку. Медведица сделала шаг вперед, ее нос почти коснулся лба Романа. Он понимал, между ними должен был находиться ее медвежонок, и вместо рывка она замерла, словно ожидая чего-то. Черные мгновения становились тишиной, когда все вокруг, в самом разгаре боя, вдруг утихло. Медведица принюхивалась, как будто пыталась ощутить запах Романа. Он вспомнил, как выходил с сыном на прогулку, как они дрались над природной красотой. Он ловил каждое движение медведицы, ее тепло, полное драматизма. Маленькое существо, которое крепко держал на руке, готовилось к своему последнему ухудшению. Каждый вздох казался последним. Взгляды их переплелись, между ними, не нуждаясь в словах, повисла искра понимания. Роман вспомнил, он тоже отец, и они обе стояли перед естественным инстинктом защищать своих детей. Он делал резкий шаг, как вдруг медведица медленно наклонила голову, и зажглась надежда, что они снова увидят мир свыше водного потока. Тем не менее, медведица замирала, ее глаза потеряли свою лютую ярость. Куда более чувственная улыбка наполнила ее лицо, когда ее страх уступил место некоему успокоению. Она сделала странный жест, как будто кивнула, пришедшая в окончательное осознание. Он осознавал это теплое прикосновение, когда его палец вдруг дотронулся до ее носа. Медведица, знаменитая своей свирепостью, теперь проявила понимание. Как только она встала на шаг ближе, медвежонок, меньше существа, чем и самого Романа, вновь начал прижиматься к руке, пока медведица его не подняла, обняв своим теплом. Все происходящее напоминало онемение, когда этот момент исцелил его, закрыл сомнения и открыл перед ним простое постижение семейных связей. Взглянув дальше, он ощутил вес тяжелых шагов медведицы, продолжая держать медвежонка в своих руках. Однако вместо разрыва она просто коснулась его лба снова и снова. Все ее мысли свелись к тому, чтобы не кусать, а укрепить, дав понять ему, что связи, о которых они всегда мечтали, были осуществимы. Медведица, как настоящая мать, проверила своего младенца, а затем медленно, но уверенно вернулась к Роману. Он, очевидно, понимал, что стоит перед настоящей матерью, также желающей защитить своего детеныша, как и он сам. При этом он чувствовал, что все меняется, как будто лес вокруг тоже дышал, и деревья добавили свой ритм жизни. Иван и Анна как будто в замедленной съемке прибежали к Роману. Он чувствовал огромное облегчение, когда они все обнялись. «Спасибо тебе, папа!» — закричал Иван, его гордость за отца наполнила каждое слово. «Ты настоящий герой!» — добавила Анна, заметив, как медведица смотрела на них, все еще полная заботы о своем детеныше. Они чувствовали, как лес стал их участником в этом волнующем моменте, как будто все на свете замерло. Медведица, словно создав собственный мир, отступила назад. Она ушла. Ее шаги были тяжелыми, но неуверенными.
Малыш шел рядом, а лес объединился в тишине. Семья их ожидала, и Анна заключила Романа в свои объятия. «Слава Богу, ты в порядке», — прошептала она, и Роман чувствовал тепло ее рук. Они сидели там в тишине, разумно осознавая происходящее. Лес наполнился звуками, пением птиц, журчанием ручьев и дятловым стуком. Роман, зная, что это было глубокое мгновение, завершил его ощущение. Он почувствовал глубокую связь с природой, словно он сам был частью этого леса. Каждый шепот деревьев напоминал ему о том, что они только что пережили, о битве, о жизни и смерти, о настоящем мужестве. Обработка ран и возвращение к жизни в лагере оказались неторопливыми. Роман, чувствуя каждое движение, будто оберегал свою семью от того, что случилось. Анна заботливо занялась его ранами, и он ощущал, как невыносимая боль сочетается с доверием, которое они имели друг к другу. «Тебе придется потерпеть немного», — говорила Анна, аккуратно обработав его раны. «Это важно. Ты же спасаешь жизни, помни об этом». «Я не чувствую боли», — сказал Роман с улыбкой, скрывая страх под своей кровавой кожей. Ему было важно показать, что все, что произошло, было ради любви. Иван, не желая покидать атмосферу радости, начал рисовать, смешивая все, что он увидел: медвежонка, родителей, лес и даже саму медведицу. Он был увлечен и счастлив. С огромным удовольствием он запечатлел свою любовь к природе. На следующее утро, когда лес раскрыл свои глаза, Роман, Анна и Иван собирались уехать до дождя, но в их сердцах осталась незабываемая встреча с дикой природой. «Мы обязательно вернемся», — сказал Роман, когда они покинули лес, который стал частью их жизни. Он говорил это с уверенностью, зная, что эти выходные были значимыми не только для них, но и для самой природы. Дорога к машине казалась напоминанием о жизни, наполненной памятью. Каждый шаг, сделанный по тропинке, отмечал новую главу их дружбы с природой и с тем, что они все продолжали исследовать. «Я знаю, что вы меня ждали», — задумчиво произнес Роман, и лес как будто зашумел радостью. Он чувствовал, что вернется сюда вновь, что каждый момент, проведенный в этих объятиях, оставит неизгладимый след. Иван, глядя на каждую деталь за окном, мечтал о новых приключениях. Он высматривал, что еще можно нарисовать, как будто каждый миг за окном был его собственным шедевром. «Я хочу, чтобы нашел новый мир», — задумчиво произнес он. Так началась новая глава в их жизни, когда они, вернувшись в город, переносили свое смелое приключение с собой, созидая свою особую связь с лесом и природой. Роман надеялся, что в будущем его дети смогут услышать мелодии леса и других существ. Главное — научить слышать чужое сердце, даже когда оно бьется в груди зверя, — шептал он, надеясь, что воспоминания об этих выходных создадут у Ивана любовь и уважение ко всему живому, что вот так близко. Прощание с лесом было теплым и мечтательным. Каждый из них молча собирал свои вещи, осознавая, что это не просто отход от решения, а возврат к глубокому пониманию жизни. Как будто их шаги были медленными под шепот листвы, и каждый вздох приносил новые реализации. Когда они наконец-таки сели в машину, в ней царила странная тишина. Лес остался позади, но каждый из них чувствовал, что часть их сердец навсегда теперь будет жить среди деревьев и шершавых камней. Размышляя о последнем дне, они поняли, что их встреча с медведицей навсегда останется в их душах частью чего-то большего. А дорога к дому продолжала тянуться, как новый красивый холст, на который они собирались перенести свои взгляды, мысли и сердце, чтобы оставить там свои слезы счастья и воспоминания о важности дружбы с природой.